Встречаем на льду участников первой группы. Полина Тихонова, Матвей Лысов, Московская область. Таисия Шепталина, Дмитрий Пекин, Московская область. Дарья Дрожжина, Иван Тельнов, Москва. Милана Жабина, Вениамин Башуров, Москва. Разрешена 5-минутная разминка. Первый канал приветствует вас на фигурном катании. Это, наконец-то, Челябинск, где проходит финал Гран-при. Сначала юниорские соревнования, а затем и взрослые. И все это в течение 6 дней. Безостановочные трансляции, прямой эфир. То, что вы так любите в спорте, то, что вы так любите в фигурном катании. Эмоции, красота и, конечно же, история, которая сейчас будет рассказана до своего логического завершения. Ведь Гран-при — это то, с чего начинался этот сезон. То, где было так много интересных открытий, разочарований, взлетов, падений. Все это серия Гран-при, которая завершается блестящим совершенно финалом, в котором будут участвовать лучшие из лучших. На комментаторской позиции в Челябинске на арене «Трактор» находится ваш верный комментатор Василий Соловьев и мастер спорта в танцах на льду София Качушкина. Привет, София. Всем здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Приветствую. Ну что, немало зрителей у нас на Челябинской арене уже сейчас. Очень приятно с первых видеть, минут. очень приятно видеть, что так много людей пришли поболеть за своих любимых спортсменов и насладиться фигурным катанием. Уже все разминаются, готовы, заряжены. Видно, что очень такая достаточно напряженная атмосфера, но при этом очень много позитива, все улыбаются, и это самое главное, все готовы. В танцах все всегда улыбаются, это ваша фишка, потому что вы всегда должны быть в настроении, всегда должны давать эмоции, всегда должны держать спину ровно, вот как Екатерина Рязанова и Алексей Горшков на ваших экранах. Это тренеры спортсменов, которые будут выступать первыми. Полина Тихонова и Матвей Лысов. Какой потрясающий был старт у Полины и Матвея на серии Гран-при. На первых этапах они были призерами, но и вот затем как-то не очень удачно сложилось для них само первенство юниорское, все-таки 12 место. Думаешь, это был закономерный какой-то результат или просто так сложились обстоятельства? Но я считаю, что этот дуэт очень перспективный, и на него действительно стоит обратить внимание. Очень артистичные ребята, очень красивые. И в этом сезоне у них было множество турниров. И несмотря на падения, которые были, также были и взлеты. И с каждым стартом спортсмены становятся все лучше и лучше. И сегодня надеемся увидеть яркое, мощное выступление уже в предвкушении через несколько минут, собственно говоря. Очень ждем. Они будут открывать первую группу участников, таков жеребий. И вслед за Полиной и Матвеем будут кататься Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин. Также ученики Екатерины Рязановой и Алексея Горшкова. Кстати, хочу сказать, что Алексей Юрьевич, конечно, выдающимся образом сейчас работает. И особенно с юниорами. 5 медалей было получено учениками Горшкова на этапах серии Гран-при. Школа очень мощный такой мощную волну юниорскую катит на вашу танцевальную поляну. Это правда так, и он дает ту самую базу, которая необходима юниорским парам, да и не только юниорским, и мастерским парам в том числе. Гениально ставит катание, мастерство катания, следит за этим, за всеми ребрами. И спортсмены, собственно говоря, радуют нас чистотой исполнения элементов. Вслед за Шепталиной и Пекиным будут кататься Дарья Дрожжина и Иван Тельнов. Это уже, в свою очередь, тренеры Екатерина Рублева, Иван Шефер и Сергей Плишкин. Спортсмены, которые также выигрывали этапы серии Гран-при в этом сезоне, но на первенстве России были 6-ми пока что.
Ученики Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой будут кататься следующими. Это Милана Жавина и Вениамир Башуров. 9-е место первенства России. И у них одна медаль была в Омске, бронзовая. Ну и всего лишь 4 пары у нас в этой группе участников. Стоит отметить, что вот Милана с Вениамином, они достаточно молодая пара, и буквально в том сезоне они только начали существовать вместе, и уже какие классные результаты они нам показывают. Да, и очень перспективные запоминающаяся ребята. еще вдобавок пара, такая яркая, статная, заметная, и с очень такими народными программами, как вот у Ксении Румянцевой, все программы, они очень нравятся публике. Почему у нас не хватает участников сегодня? Всего лишь 9 пар. Да, как так получилось? к сожалению, один дуэт снялся по причине травмы партнера. Родион Мурасалимов, он, к сожалению, имеет сейчас некие проблемы со здоровьем, поэтому вот дуэт отсутствует на турнире. И также дуэт Елизавета Малейна и Матвей тоже Самохин. отсутствуют. Очень печально, что мы их сегодня Тоже не по болезни, увидим. да, или официальных каких-то не было объявлений? Я как не был. Официальных объявлений, честно, я не знаю. Нам будет очень их не хватать, хотя, безусловно, соревнования, тем не менее, будут яркими, запоминающимися. И в присутствии действующих победителей первенства максимально выдающуюся борьбу мы ждем. А на льду Полина Тихонова и Матвей Лысов. Воспоминания о чемпионате мира по футболу 98 года, когда сборная Аргентины разгромила команду Ямайки со счетом 5-0 на стадионе Парк де Пренс, а также признание Владимира Шахрина в любви своей супруги после 17 лет брака. Это программа Полины и Матвея в ритм-танце. Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда и майки, моя душа плачет. Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка, 5-0. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка. Я вижу, я снова вижу тебя такой, в дерзкой мини-юбке, что мой покой, мой сон превратили шутя в тебя. Я умоляю тебя. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью, ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Прекрасная пара. Поздравляем, ребят, с началом этого турнира. И
конечно же, с их первым сезоном. Под аплодисменты их болельщиков проходило катание. Причем очень хорошо так еще в этот раз, я обратил внимание, расставлены музыкальные акценты. Есть такая пауза, где публика имеет возможность немножечко повизжать и поддержать ребят. Очень стильно, очень классно. И очень Тебе тепло как? их поэтому встречают. Мне очень понравился их прокат, потому что он был ярким, он был зажигательным. И было видно, что они получали удовольствие от того, что они делают. И также техническая составляющая очень нас радует. Высокие уровни ставит техническая бригада спортсменам. Это хорошо. Как мы сейчас видим, довольны. И Славные, выложились, славные да, будто бы ребята. прям полностью. На трибунах, как мы видели, Мария Петрова, мама Полины, находится. Чемпионка мира и Европы в парных танцах, в спортивных парах. Алексей Юрьевич приветствует свою пару таким поддерживающим жестом, видимо, доволен прокатом. Мне кажется, все задуманное, возможно, удалось. Мое мнение, потому что ничего не резало глаз, все выглядело как вот одно целое от начала и до конца. И вот очень ярко они начали свою программу прям с улыбки партнера. Очень эмоционально, красиво. Тоже костюмы. Вот стоит обратить внимание на костюмы. Смотришь и прям цепляет глаз. Видимо, поработали над параллельностью, параллельной дорожке спортсмены и их тренерский штаб, потому что сегодня это было прям очень хорошо. И как раз-таки отыгрывали по акцентам ребята очень здорово. 4-го уровня твизлы. У обоих партнеров, да, ставят техническая бригада максимальный уровень. Вот мы видим сейчас заход на поддержку. Красиво очень. Сейчас будет положение. Вот оно. Да, и здесь публика визжит всегда. А что с обязательными шагами, с паттернами румбы и квикстепа? Румба на 4-й уровень. Тоже я для себя отметила, что очень широко было хорошо выполнено чиктау. И техническая бригада также поставила yes, да-да. 4-й уровень. И квикстеп на 3-й уровень не взяли первый сложный шаг у партнера. Первое чиктау. Не зачитали ему, а в остальном все прекрасно. Уровни высочайшие. Приятно видеть улыбки на их лицах. Слушай, ну повезло танцам, что там оказалась Полина Тихонова, мне кажется. 100%. Потому что был выбор между парным катанием и танцами. И Полина вот оказалась здесь. Оценки на ваших экранах. 64 с лишним балла. Это открывающий балл сегодняшних соревнований. Композиция под дебютный трек «Up Rocking Beats» знаменитой финской группы Bomb Funk MCs. Благодаря хитому «Фристайлер» эта группа удостоилась награды MTV как лучший скандинавский исполнитель. И сейчас гимн уличной свободе 90-х «Фристайлер» — аллегория на баланс между хаосом и настоящим мастерством в исполнении Таисии Шепталиной и Дмитрия Пекина.
Ну, прям вдохнули еще больше скорости в этот каток. Таисия Шептальна и Дмитрий Пекин как будто сразу же на еще более высокий уровень вышли эти соревнования. Я не успевала следить за ними, потому что они так летали по арене сегодня, что... Но это правда было очень хорошо. Это было прям вау. И мега широкие дуги, конечно, у них были на румбе. Прям как будто по четверть площадки занимал один шаг. Очень надеюсь, потом увидим Чиктау, потому что вот оно мне безумно сегодня понравилось. Да? В исполнении, видимо, уже сезон потихонечку подходит к завершению. И видно, что спортсмены сумели наработать свои программы целиком и полностью, уже прожить их. И показывать нам прям... здоровский результат. И сегодняшняя Чиктау для меня пока что в топе. 100%. Здорово. Еще одна пара Екатерины Рязановой и Алексея Горшкова вот так открывают ученики именно этой одинцовской школы сегодняшние соревнования на великолепном уровне. Очень близко были исполнены все элементы. Сейчас также мы это все увидим на повторе. И очень много было креатива в программе. Вот я поначалу смотрела, и мне показалось, что ребята были слегка скованы. Но потом, когда я увидела их глаза, и я поняла, что они просто вжились в образ и пилили глазами всех вокруг. Вот сейчас мы видим с вами параллельную дорожку. Зрителей? И зрителей, и нас вообще всех вокруг. И судей в том числе, чтобы получать классную надбавку, потому что надбавка за дорожку у них 2,29, что очень-очень высоко. Да, это очень высоко. Также секция твизлов очень близко была исполнена, и также влетели на нереальной скорости ребята. Но есть недочеты, да, Есть у недочет, партнера? да, потому что партнеры снижают уровень с 4-го на 2-й. Лично мне показалось, что у него согнулись руки в конце. И вот последние обороты, у него локти были не выключены, и в связи с этим могли как бы снизить уровень. Но опять же таки, может быть, что-то другое не понравилось технической бригаде. Ну вот ты хотела... Это вот было то самое Чиктау и та самая Чиктау, тройка, да. которая является сложными поворотами. И вот сейчас мы видим такой яркий финал у ребят, которые в конце вот этот переворот. Вот этот взгляд пилящий. Ну просто посмотрите на глаза партнерши. Они смотрят в душу. Да, поздравляем ребят с этим прокатом. Ну вот есть, да, расстройство с этим твизлом. Ну, мне показалось, что у него продвижение как-то чуть-чуть подсократилось именно на твизле. Не такое движение вперед было, как нужно, но тем не менее у них 4-го уровня квикстеп, 4-го уровня румба, все с хорошими оценками, как уже было сказано, дорожка шагов 2.29, и они впереди, обогнав более чем на 1,5 балла Тихонову и Лысова. Танцевальный экстаз продолжается с группы Real to Real. Фирменный регги-рэп Мэда Стантмана из Тринидада – это залог успеха. Ну а остальное – ребра в исполнении Дарьи Дрожиной и Ивана Тельнова. Ученики Екатерины Рублевой и Ивана Шефера, а также Сергея Плишкина, у которого сегодня, между прочим, день рождения.
like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original man, stop man, pon your case, man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, oh, you move it nice and sweet and sexy. Alright, woman, you're cute. I know you know. Original cute body. You want me man, woman, you're cute. I know you know. Original cute body. You want me man, woman, physically fit, physically fit, physically, 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 woman, physically fit, physically fit, physically, 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 woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean as a big Titanic. Woman, you're nice, sweet, fine, energetic. Bitch up on the ocean as a big Titanic. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean as a big Titanic. Woman, you're nice, sweet, fine, energetic. Bitch up on the ocean as a big Titanic. Come on. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Дарья Дрожжина и Иван Тельнов. Ну, прям качают публику, качают. Вот мимо нас так пронеслись и давали еще дополнительный ритм для болельщиков. Болельщики поддерживают. Но вот есть такое интересное наблюдение. Они очень ярко начали сезон с победы на первом этапе в Москве, а затем как будто бы то одно не получается, то другое на первенстве там-сям. И вот как-то волнообразно так получается, да, развитие сезона. Это правда так. И очень радостно, что сегодня мы увидели их ритм-танец, так как они умеют его катать. Прям на максимум они выложились сегодня. И как вот они встали в первую позу, я прям для себя это отметила, что была вот видна и чувствовалась вот эта уверенность, что они готовы сегодня показывать свой максимум, максимум того, что они могут. И это было очень здорово, это было очень зажигательно и очень ярко. Очень ярко. Вот Сергей Плишкин, их хореограф и тренер, называет эту пару вообще очень самобытной, необычной, яркой. Ну, в них прямо вот праздник, да, заключен. Очень здорово сочетаются ребята друг с другом. Вот сейчас Так, мы видим секцию твизлов, которые не всегда удавалось им хорошо. А сегодня 4-4, оба партнера прям классно отыгрывают между самими твизлами в переходе. И вот здесь вот видим, что немножко будто бы боролась партнерша с выполнением второго твизла, но все было филигранно. Да, все на 4-й уровень, и все с хорошими плюсами, 1,5 балла. Но больше всего плюсов судьи поставили за дорожку шагов, целых 2,5 GOE надбавки. Она была очень параллельно исполнена. Вот сейчас мы видим Чиктау в румбе, за которую они получают вот за румбу 4-й уровень. Все им взяли. Очень было надуго, все исполнено хорошо. И яркая поддержка в финале. В финале их ритм танца, которая прям вот завершила его очень здорово. Да, это было очень красиво. Ну что, единственное, получается, что за Quick Step ставят 3-й уровень технические специалисты, не засчитав одну ключевую точку. Не засчитали партнеру Чиктау как раз-таки в Quick Step. Мне показалось, что она была жестковато чуть-чуть исполнена, вот будто бы перепрыгнула с ноги на ногу. А должно все-таки быть мягенько, как кошечки. Но при этом остальное уровня прям радует. Но вот 3-й уровень дорожки шагов, это же высокий. Это очень высоко, это очень достойно и очень профессионально. Поздравляем ребят с этим прокатом, и они на первом месте, опережая на 2,5, даже больше балла ближайших конкурентов Шептальну и Пекина. Ну а сейчас по музыке у нас «Яблоко раздора» самого Таркана. Песня «Флирт», «Шик и дым», вокруг которой шума было даже больше, чем бита. Ну а Таркан, что Таркан? Он был бы в восторге, если бы увидел, какая красавица катается под его композицию. Милана Жабина, Вениамин Башуров.
по звездам. Для нее, для одной, я сейчас детей соберу. Сам побуду звездою ночной и растаю поутру. Для нее, для одной, я все звезды соберу. Засияю звездою ночной и растаю поутру. Ой, мама, шикадам. Ой, мама, шикадам. Ой, мама, шикадам. Пройду босой, да по звездам. Ой, мама, шикадам. Ой, мама, шикадам. Ой, мама, шикадам. Пройду босой, да по звездам. Милана Жабина, Вениамин Башуров заканчивает свой ритм-танец, и заканчивается таким образом первая группа участников у нас на высочайшем эмоциональном и техническом уровне. Молодцы! Очень такой зажигательный тоже прокат. Ну, сегодня все, мне кажется, прокат очень яркий. И ребята тоже продемонстрировали сегодня очень хорошие уровни для себя. То есть это был прям рост, скачок, как по мне. Очень красивые линии у них, потому что они оба высоких, два человека с длинными конечностями, и они у них очень дотянутые. Рычаги. Рычаги у них, да, длинные. Очень это эстетично выглядит, когда они катаются и показывают все эти линии. Особенно в поддержке. Вот там первая поддержка. Думаю, нам сейчас на повторе все это покажут. И как раз-таки посмотрим на их красивые линии. Ксения Румянцева и Екатерина Волобуева, их тренеры, радостно обнимают своих учеников. Вот с самого начала начинают они зажигать. Вот мы видим заход и первая поддержка. Красивая дотянутая нога у партнерши. Отыгрывает все она также по музыкальным акцентам. Вот дотянутая нога у партнера на выезде тоже, что немаловажно. 4-го уровня поддержка и балл 15 надбавка от судей. В дорожке шагов технические специалисты предлагают 2-й и 3-й уровень. 2-й у партнерши, 3-й у партнера. А вот в твизлах что там у нас получилось? Партнеру ставят 3-й уровень, а партнерши 4-й. Вероятнее вот они всего, на повторе. Да, вот мы как раз тут видим. Первый твизл небольшое расхождение, но при этом все хорошо. А вот 2-й партнера немножко повело, потеря баланса, и в конце была небольшая тройка. И как раз таки поэтому снижает судейская бригада, вернее, технические специалисты, прошу прощения, уровень с 4-го на 3-й. Да, уровень понизился, но тем не менее судьи все равно ставят хороший плюс. Балл 60 за скорость, за исполнение этого твизла. И стоит отметить, что вот квикстеп у них 4-го уровня. 4-го, кстати, да. Сложности не взяли, засчитали. В отличие от румбы, в которой 2 ключевых момента не засчитаны. И это самая низкая оценка за этот элемент. И таким образом Милана Жабина, Вениамин Башуров набирают на 3 балла меньше, чем Дарья Дрожина и Иван Тельнов. И на данный момент
оказываются на 3-й позиции. А впереди вторая группа участников. Встречаем на льду участников второй группы. Полина Филипенко, Владислав Михайлов, Самарская область, Москва. Зоя Пестова, Сергей Лагутов, Москва. Мария Фефилова, Артем Валов, Московская область. Анна Велимина, Дмитрий Кашаев, Москва. Варвара Слуцкая, Глеб Гончаров, Москва. Разрешена 5-минутная разминка. Продолжаются соревнования в финале Гран-при России по фигурному катанию. Заключительный аккорд в этом потрясающем совершенно сезоне Гран-при. Очень много людей мы Да, видим я сейчас вообще, на трибунах. это вообще. настолько неожиданно на юниорских соревнованиях в начале дня первого видеть такой аншлаг. Мы преклоняемся перед тобой, Челябинск. Да. Челябинск потрясающий, кстати, спортивный город. Не все это знают. По количеству спортивных школ Челябинск находится в десятке лучших. Здесь на 100 тысяч человек 7 спортивных школ находится. Так что здесь, да, любят спорт. И на ваших экранах вторая группа участников. И первыми будут кататься ученики Светланы Алексеевой, Полина Пилипенко и Владислав Михайлов. Да, вот про Полину с Владом стоит отметить, что они довольно-таки недавно, в том числе, тренируются в этом тренерском штабе. Это первый их сезон. И еще, вот как раз-таки мы отмечали про количество людей сегодня на трибунах. У Полины бабушка и дедушка живут в городе Чебаркуль, в Челябинской области. Поэтому как раз-таки ожидался наплыв родственников на соревнованиях. Мы их видим, этот наплыв не только родственников, но и, в принципе, людей. Весь Чебаркуль приехал. Ну что, Чебаркуль — это известное местечко и в плане хоккея, а теперь, как, значит, понятно, и в плане фигурного катания. Полина и Владислав будут кататься первыми под Дженнифер Лопес и Рики Мартина. Они были 5-ми на первенстве России. Ну, а на этапах серии Гран-при у них была очень интересная борьба в Красноярске с Шепталиной и Пекиным. И они заняли 3-е место, благодаря чему в том числе попали и сюда. Зоя Пестова и Сергей Лагутов, ученики Ирины Жук, Александра Свинина, Анастасии Шпилевой будут кататься следующими. Это серебряные призеры первенства России, причем уже второй год они на пьедестале первенства. В прошлом году были 3-ми, причем оба раза обошли Малеину и Самохина. Так что не все так просто. Знаете, вот когда начинался Гран-при в этом сезоне, все говорили, ну все, Малеина, Самохин, все, теперь они везде первые, и все теперь понятно. Ничего, ребята, непонятно, потому что танцы сегодня — это очень увлекательный и очень непредсказуемый вид спорта. Вслед за ними будут кататься Мария Фефилова, Артем Валов, победители первенства России, победители Гран-при в Магнитогорске, Гран-при в Казани. Еще одни ученики Алексея Горшкова и Екатерины Рязановой. Кстати, еще хотел вот в копилку Горшкова сказать, у нас много разных здесь тренеров, да, присутствует. И что я хотел отметить в Алексее Юрьевиче, то, что он еще со всеми умудряется постоянно сотрудничать. Вот не в состоянии борьбы, такой нездоровой конкуренции находится человек, а в постоянном сотрудничестве. Жук и Свининым сотрудничает, с Колей Морозовым постоянно сотрудничает, с Алексеевой, с Анжеликой Крыловой. Ну, то есть это же очень здорово, это здорово. Потрясающе. Это обмен опытом, в том числе и спортсмены. И результат налицо.
могут пробовать на себе разные образы, которые видит и один тренерский штаб, и другой тренерский штаб. И они вот в совокупности вместе творят чудеса и ставят невероятно красивые программы. Ну и, конечно же, хочется еще отдельно сказать такое радостное, как это, приятное, что возле Алексея Юрьевича еще находится его ученица Екатерина Рязанова, и также, ну, здесь ее нет, но Ксения Конкина, все те, кто у него учился, вот они теперь все рядом, его рабочий коллектив, и он, кстати, очень это ценит, и всегда с трепетом относится, что я собрал коллектив, я с ним двигаюсь дальше. Это потрясающее качество. Поэтому поздравляем их с победой на первенстве, а сейчас смотрим за тем, как Фефелова и Валов в отсутствии Малеина и Самохина будут соревноваться здесь также за самые высокие места. Ученики Анжелики Крыловой, Людмилы Алексеевой, Анна Билибина и Дмитрий Кашаев будут кататься вслед за ними. Но Анжелики здесь, по-моему, нет, да, только Людмила Александровна находится возле бортика. Кстати, вот многие еще в копилку тебе. Вот ты знаешь, из какой семейной тренерской династии Алексей Горшков? Кто у него отец? Смею предположить, но хочу услышать это от вас. Он тренер, но в велоспорте. Да, он был тренером очень крутым в велоспорте. А у Людмилы Алексеевой какой вид спорта у его отца? Ну, предположи. Не догадаешься, все равно мотобол. Ее отец... Не фигурное катание. Да, вообще не фигурное катание. То есть самые разные виды спорта, но все тренеры и вот эти люди, они являются продолжателями тренерских династий. Ну, а в завершении группы будут кататься Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров. Еще одни ученики Екатерины Рублевой и Ивана Шефера. Но это все в конце этой группы. А откроют ее Полина Пилипенко и Владислав Михайлов. Ученики Светланы Львовны Алексеевой, Елены Кустаровой и Олега Судакова. Где только не пела Дженнифер Лопес композицию «Let's Get Loud» и на Супербоул, и на инаугурации президента США. А сегодня здесь, на Гран-при России, звучит эта музыка.
Ого-го, вот этот танец. Полина Пилипенко прямо вот такой жест победный сделала рукой. Видимо, ощущает, что шаги сегодня у нее удались. Вот это танец и вот эта харизма. Тоже немаловажно это отметить. И какие Абсолютно. красивые костюмы. Какое красивое платье у Полины. А вот, Василий, знаете, почему это так? Ну, просто потому, что оно красивое. Наверное, у нее какие-то особые взаимоотношения с теми людьми, которые шьют это платье. Да, а вот мама Полины шьет костюмы мама. этой паре, да. Понял. Она даже принимала участие в международном конкурсе спортивных дизайнеров и выиграла его. О, супер. Ну, поздравляем. Творческий человек, творческая дочь. Да, шикарное Рядом выступление. творческий Влад. Очень красивая пара и очень классное выступление. Столько энергетики в нем. Причем она идет по восходящей от Дженнифер Лопес, потом к Рике Мартину. Это просто какой-то латино-взрыв получается. Да, мы видим, как они тепло обнимаются со своим тренерским штабом. Да. Довольны. Ой, или что-то там тоже обсуждают параллельно сразу же. Да не, вроде довольны. Ну, давайте посмотрим повторы, обратим внимание на шаги. Ну, все началось с вращательной поддержки, да, которая, безусловно, на 4-й уровень и 1,5 почти балла плюса. Что На про нее невероятной можно сказать? скорости они влетели, можно сказать, в эту поддержку. Так и можно сказать. И дальше уже румба. Вот мы сейчас видим Чиктау. Партнерши его взяли, у партнера его не взяли. И А дальше... так-то вот и не скажешь, да? Вот, скорее всего, ребра что-то не понравилось. И вот дальше идет внутренняя тройка, внутрь-наружу, которая у партнерши взята, а у партнера тоже техническая бригада ее не взяла. И вот сейчас мы видим твизлы на экране, которые очень хорошо, близко на скорости были исполнены. И Да, но оба здесь на спортсмена повторе 4-4 было получили. такое ощущение, что они вообще вплотную их делают и невероятно синхронно, правда? 100%. Не могу не поддержать каждое вышесказанное слово. А что насчет дорожки шагов? Вот это очень-очень здорово, потому что у Полины 4-й уровень за дорожку Ничего шагов. себе. То есть все шаги, которые она выполнила, техническая бригада их взяла, и все было феноменально исполнено. Это прям очень здорово. С этим хочется ее в первую очередь поздравить, и также тренерский штаб, потому что это большой путь надо преодолеть, чтобы получить 4-й уровень за дорожку. Это очень круто. В финале Гран-при. Да, и 2 балла от судей надбавки они получают также за этот элемент. Но сейчас разблюдовку по элементам вы увидите в правом нижнем углу своих экранов и сможете сами обратить внимание на то, какие хорошие оценки получили эти ребята. Очень хорошая надбавка, много плюсов им ставят, потому что все было на скорости, все было чисто, параллельно, красиво, как оно и должно быть. Ребята большие молодцы, хочется поздравить и их, и тренерский штаб с таким ярким выступлением, с таким прокатом. В ожидании оценок сейчас нужно подслушать немножко, что там говорят. К сожалению, они молчат, не хотят, чтобы мы подслушивали. Слушай, а что-то у нас случилось на льду, как будто это у нас от костюма, что ли, отвалились какие-то детальки красные. Это же не кровь, они так выглядели. И у нас вышли на лед 2 человека с лопатами, которые быстро это дело зачищают. Причем это происходит прямо перед судьями. Нет, это не костюм. Костюм в целости и сохранности, с ним все хорошо. А это, скорее всего, кровь все-таки, может быть. Кто-то из предыдущих участников, выполняя какой-либо элемент или там провозку, к примеру, на колени, зацепился. Вот, честно, не уследила этот момент. Да, мы Сейчас совсем не заметили, что у кого-то что-то, с кем-то что-то произошло. Да, все были в отличном настроении, никто не... не акцентировал внимание на том, что что-то с ними происходит. Ну, а мы из-за этой небольшой паузы ждем выставления дальнейших оценок. Ну, тут очень плотная, конечно, у них будет борьба с Дарьей Дрожиной и Иваном Тельновым, потому что каждый
балл, каждая десятая, каждая сотая на счету. Только имея протокол перед глазами, можно точно уже определить, да, кому поставили тот 4-й уровень, который, например, решит исход этой борьбы. Потому что на данный момент у Дрожжиной и Темнова чуть-чуть, но все-таки выше техника, чем у Пилипенко и Михайлова. И они занимают... Да, сейчас мы увидим эти оценки. Вы знаете, по компонентам Полина Пилипенко, Владислав Михайлов обходят Дарью Дрожжину и Ивана Тельнова на 0,3 примерно. А вот по элементам уступают 0,6. И таким образом занимают с отставанием в 0,3 второе место. Сергей Лагутов, Москва. На льду Зоя Пестова и Сергей Лагутов под абсолютный хит бельгийско-голландской группы Two Unlimited. Будут они кататься. Хит о том, что пределов не существует. No Limit. Ну и в качестве подтверждения вокал вчерашней парковщицы из Амстердама Аниты Дот. Да, ничего невозможного нет. Вот так вот прошлогодние победители Нью-Йоркского финала Гран-при завершили свой ритм-танец. Да, блестяще. Как думаешь, в этом году есть шансы повторить такое же достижение? Да? Я верю в ребят, верю, Супер, что но они, всё по-моему, возможно. довольны своим выступлением. Да, все хорошо. Единственный момент на твизлах. Немножко партнерша во втором твизле решила будто бы потерять баланс и боролась, но, слава богу, поставили им все-таки 4-й уровень, потому что поначалу стоял 3-й, и техническая бригада пересмотрела и поняла, что там нет никаких оплошностей, все. Слава богу, хорошо. Ну, им виднее, у них есть камера специальная, которая в замедленном повторе сразу же позволяет пересмотреть любой из элементов и проверить себя
все ли ты как специалист или как судья правильно увидел. Ирина Жук встречает их возле бортика в отличном настроении. Давайте посмотрим. Ирина Владимировна, да, Да. стояла. Посмотрим на повторе на эти самые твизлы. Что мы увидим? Ну, не только на твизлы, а в Ну, а принципе всё, на все да. элементы. Вот Безусловно. сейчас, к примеру, посмотрим на поддержку. А, нет, не поддержка, извиняюсь, это это был был- заход на твизлы. Да, У них прошу такой, прощения. такой заход на твизлы, как поддержка. Вот этот второй твизл. Ну да, чуть-чуть Здесь. подразошлись. Но хорошо, что все хорошо. И уровень не снижен. Но более того, и оценка от судей довольно-таки весомая. 2 с лишним балла за твизлы. Да, сейчас румба на наших экранах. И исполнение сложных поворотов на ней. Получают сейчас спортсмены 3-й уровень за румбу и 3-й уровень за квикстеп. Очень все прям детально отработано, очень параллельно все красиво. Сейчас поддержка на наших экранах. Вращательная поддержка. Выглядит эмоции забавно, довольно-таки в замедленном Это, повторе. конечно, финальный элемент ритм танца, и уже там все силы надо собрать и сделать все хорошо, и они ее сделали хорошо на 4-й уровень, получив очень неплохую надбавку 1,54. Но самая большая надбавка идет за дорожку шагов, которая получила 3 с лишним балла плюса от судей. А по уровням 3-й у партнерши и 2-й у партнера. Что тоже очень неплохо. Хотя, конечно, 2 третьих было бы еще лучше. Таким образом, они получают 71 балл, и это больше и по компонентам, и по элементам, чем у их конкурентов, и они на данный момент на лидирующей позиции. Для исполнения ритм танца А на льду приглашаются Мария Фефелова и Артем Валов катаются под знаменитый протестный трек Cranberries «Зомби». Серьезный, социальный, антитеррористический. И затем на контрасте, на стыке хаоса, хип-хопа и попа, мощнейший призыв к танцам и энергии с диким битом. Вот такие разные хиты 90-х. Ну, все по правилам, как предписано ИСУ.
взрывается зал от выступления действующих чемпионов первенства страны. И сами ребята выложились на максимум, довольны. Вот сейчас делают Мария поклон с Фефелова, улыбкой на Артем лице. Валов. Очень зажигательный, очень яркий прокат был. Прям Это хорошо. правда. Мария Фефелова, Артем Валов, между прочим, в прошлогоднем юниорском финале проиграли Зое Пестовой и Сергею Лагутову. Ну а в этом году они, конечно, абсолютные лидеры. И на Гран-при 2 победы, еще и первенство. Просто огромные молодцы эти ученики. Еще одни Алексея Горшкова и Екатерины Рязановой. Ведь это очень молодой дуэт, и они уже в таком возрасте показывают настоящий класс на льду. Да, Артем самый молодой партнер. Был и на первенстве, ну и, конечно же, и Есть. здесь. Да, И есть да. здесь, тут с нами. Вот. Хороший очень прокат. Очень хороший прокат. Конечно, были некие шероховатости, но, несмотря на это, очень высокие уровни выставляет техническая бригада. Теперь уже у партнера в параллельной дорожке мы видим 4-й уровень. Ого. Очень чистый поворот. Вот мы сейчас видели крюк, который он исполнял в дорожке. Он был прям наружу-наружу, все как надо, очень чисто, без дрожания в коньке какого-либо. Очень светлые ребята, очень жизнерадостные. Даже в своем прокате они не могут удержать вот эту вот энергию внутри и зажигают зал. Да, держит настроение. Очень легко все делают. Такой тоже заход на твизлы не тривиальный, да? Да, и Акробатически максимально. очень близко были исполнены твизлы, особенно второй твизл. Я уж в конце начала смотреть, думаю, как так близко можно? И очень хорошую надбавку они получают за этот элемент, 2,56. Мне кажется, это наивысшая надбавка, которая пока что была за сегодняшний день именно в этом твизлы? элементе. Да, Да, именно в по-моему, этом элементе. Ну, было что-то близко, но тем не менее это очень высокая надбавка. Также квикстеп у них 4-го уровня. Все хорошо, поддержка тоже 4-го уровня. Мгм. И, кстати, очень высокая надбавка и за дорожку шагов, в том числе 3 с лишним балла. Мне кажется, тоже одна из наивысших на данный момент вот сегодняшнего дня надбавок за дорожку. Ну вот оценка за дорожку 11,72. Это самая высокая оценка вообще сегодня за какой-либо элемент. Ну вот в румбе один только ключевой момент не У засчитали партнерши. Да, и тем не менее они набирают 73,85. Это на 2, почти на 3 балла больше, чем у ближайших преследователей. Ребята молодцы. Вот это борьба, вот это соревнование. А впереди выступление учеников Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой, Анны Билибиной и Дмитрия Кашаева. Снова захватывающая страсть в исполнении Рики Мартина. Шаг назад и шаг вперед. Мария в латине. Все решается исключительно через танец. Ну вот прямо как в финале Гран-при.
Вау, вот это да! Вот это да! Анна Беливина, Дмитрий Кашаев. Какие легкие, какие танцевальные, какие гибкие, классные. Сколько в этом задора и какой-то креативности, такой легкой танцевальной креативности. Полностью поддерживаю. И при этом очень техничные. Мне кажется, что сегодня как никогда видно, насколько сильно ребята прибавили касаемо технической составляющей. Потому что уровни, которые сейчас высвечиваются, это просто что-то нереальное. Все четвертые уровни. Все. Ну, я, правда, чуть-чуть поволнуюсь. Просто какие-то элементы пока что стоят под пересмотром у технической бригады. Может быть, они еще что-то найдут. Но на данный момент, вот то, как сейчас, мы видим на нашем мониторе с элементами, это прям запредельное достижение. А нет, противная техническая бригада не зачла в румбе Чиктау партнеру. Ой, партнерши, а партнеру поставили тайминг. Тайминг это значит, еще что вдобавок по времени поставили. да, не было Вот и съехала аж даже на второй уровень. А обидно, поясни, очень пожалуйста, я не знаю, покажут нам сейчас в повторе именно румбу и Чиктау. Давай начнем с твизлов. Да, начинаем с твизлов. 4-4, очень близко, очень параллельно, на невероятной скорости. Тоже 2.40 плюс как от судей. единое целое, они прям Класс, поворачиваются. Да. Продвижение вперед очень классное. И Аня прям в финале очень ярко. Вот, мы смотрим. видим то самое Чиктау. И что не так? По времени поставили тайминг, это значит, что временной отрезок, который должен во временной отрезок должно быть выполнено Чиктау, прям определенно по счетам. И вот этот временной отрезок, он не был соблюден. То есть он в счет не попал, получается? Или в какие-то секунды? Как это правильно это бывает, считается? к примеру, передержал или, наоборот, сделал раньше. Но вот сейчас мы видим на повторе, скорее всего, передержал все-таки, и поэтому... Ну, поэтому и техническая пересматривали, бригада, да. потому что это невооруженным глазом заметить невозможно. Это нужно смотреть как раз на замедленном повторе, где есть секундомер. Таймером, секундомером. И, к сожалению, вот дорожка тоже съехала у партнера с 4 на 3 уровень. Но она была настолько акробатически наполнена, зал взрывался вместе с нами. Это очень так здорово. Причем они каждый делают какой-то свой оригинальный элемент. Это выглядит очень эффектно. И очень всегда интересно пересматривать, потому что последить отдельно за партнером и отдельно за партнершей. И мы так останавливаемся на этих элементах только из-за того, чтобы вы понимали, почему оценка не та, которую вы, наверное, ожидали от этой потрясающей пары. Дима говорит, вау, он не ожидал таких оценок, и правда, вау, большой молодец. Тем не менее, они на 3-м месте могли быть еще повыше, если бы не пресловутый тайминг на Чиктау. Ну и в завершении, вот она, Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров. Прекрасная пара танцевальная, ученики Екатерины Рублевой, Иван Шефера, Сергея Плишкина. И «What is Love» — хит, написанный менее чем за час на основе женского стокового сэмпла 91 года. И «Мистер Вейн» — критическая ода нарциссизму и самолюбованию. Глеб в этом пиджаке, который перешивали 1000 раз, чтобы он сидел и не мешал танцевать, и прилаживали цепь. И оно того стоило.
Сколько раз смотрю на этот танец, столько раз у меня улыбка не сходит с лица, потому что это, конечно, очень забавные образы, которые, ну, прямо из 90-х шлют нам такой специфический привет. Это огромная работа. Это огромная работа так это Кстати. отыгрывать. И как они это делают. Как Варя с Глебом прям уникально находят свое вместе с тренерским штабом и показывают это из раза в раз. Им удается нас удивлять. И стоит отметить, что сами ребята говорили, что сейчас они находятся на пике такой формы, можно это так сказать. Потому что после первенства страны у них также был еще один турнир, и сейчас они здесь показывают свои программы. Очень это было задорно. Прям Молодцы, ребята. вживаются в образы и проносят их от начала до конца. По-моему, у Ивана Шефера тоже было отличное настроение. Он так улыбался, их встречая. Вот мы уже отмечали костюмы. Ага. А вот, Василий, как вы думаете, что изображено на перстнях у Глеба? На перстне, но учитывая то, что это какой-то омаж на фильм «Ночь в Роксбери», то, может быть, я не знаю, может быть, американский орел. А вот и нет. Такой сейчас будет небольшой эксклюзив. У Глеба там герб Российской Федерации. Понятно, ну хорошо. Вот, а вот Поздравляю. сейчас видим твизл, и партнерши ставят первый уровень. Там прям была и потеря баланса, и тройки. У партнерши, да? У партнерши, да, у партнера, у Глеба 4-й уровень, а вот Варе снижают до 1-го. Ну, давайте отметим о хорошем. Все-таки у них 2 четвертых уровня по обязательным шагам, по румбе и по квикстепу, что уже здорово и хорошие плюсы. Да, твизл, к сожалению, и оценка от судей очень небольшая, меньше балла, и первый уровень. А что с дорожкой шагов вот этой совершенно шикарной, эмоциональной? Дорожка шагов 3-3, по-другому и быть не Вау, могло. 3 это потому что хорошо. она была чисто хорошо исполнена, и вот поддержка, которую мы также И почти видели. 3 балла плюса. Да, и вот поддержка 4-го уровня очень достойно была исполнена. Ну что ж, и таким образом очень, конечно, плотные результаты, но вот на какой именно позиции окажутся спортсмены, выглядят они немного растерянными, немного такими, может быть, даже чуть расстроенными Я думаю, в связи с из-за первым, твизла. да, уровнем, потому что увидели, что техническая Это бригада обидно. Но, поставила ребята, себе. вы были все равно замечательны. Да, компоненты 3-е место, элементы даже 4-е место, даже 5-е вслед за Дрожжиной Тельновым. Но по сумме 69-55 они на 3-й позиции на данный момент, уступая лишь Пестовой Лактовой и Фефиловой Валову. Ух, прямо на одном дыхании пролетели эти Да. соревнования в ритм-танце, София. Все Как дуэты здорово. порадовали своими прокатами и вот этой заряженной энергией, потому что они не только сами были заряжены, но еще и заряжали всех вокруг. И нас в том числе, и зрителей, и судей. И поэтому очень хорошо сегодня справлялись, слава богу, со своими прокатами. Да, по большей части элементы, конечно, были выполнены прям выше по уровню, чем в среднем по сезону. Потому что в сезоне там всякие были приключения, а сейчас такое впечатление, что 95% всего было выполнено на ура. Ну, хорошо поработали и хороший Да. результат. С этим мы поздравляем всех, и тренерские штабы, и танцевальные дуэты. И сегодня надо отдохнуть, выдохнуть, все эти эмоции пережить. И завтра с холодной головой и с горячим сердцем Да. выйти на произвольный танец. Что ж, мы ждем вас на продолжение этих соревнований и не прощаемся. Огромное спасибо София Качушкина и Спасибо Василий вам Соловьев большое. с вами не прощаются, говорят вам до свидания. До скорых встреч!